Перестала работать, вернее работать перестал задний левый динамик. Я с дуру пытался отсюда залезть, а потом посмотрел в интернете, что надо снимать вот эти клипсы и откручивать болты. И тогда эта панель освобождается. Ну еще тут ослабить надо. То есть вот тут болт, там болт и 3 клипсы. И панель снимается. И сниму этот дополнительный стоп-сигнал. Колонки куплены, лежат там. Потом видео добавлю. Так, первое дело сделано. Клипсы я сберечь не смог. Вот так они ломались. Ну, на улице холодно. А феном греть их они того не стоят. Они стоят там рублей по 15. И возможно у меня такие клипсы есть. Вот. Посадочные там провалились, я думаю. В общем, снял я. Сейчас вот эти ослаблю боковины. И полка должна податься назад. Ну, после того, как фонарь задний сниму. В общем, промежуточное видео. Вот эту планку я снимал. Нижнюю клипсу чуть отломил. Я ее в середину поставил. Ну, там кусочек шляпки. Не хотелось она сниматься. И сюда никак не подлезть. Рычага нет. Вот. Теперь, по идее, люди говорят, что она должна освободиться. То есть, она вот сюда заходила. Вот этим пазом. Теперь этого пазика... А, нет, вот этим. Да. Теперь этого пазика нет. Вся полка должна шевелиться. Сейчас я залезу внутрь и попытаюсь ее скинуть. Ой, короче, справа я еле снял. А слева прям она вообще легко просто потянула. Она сама слетела. В общем, все, полка освободилась. Сейчас освобожу вот эту накладку. И полка должна податься на меня и предоставится доступ к этим к динамикам, колонкам. В общем, организовал я доступ к динамикам или колонкам. Сейчас я их сниму, перепаяю. Вот такая здесь картина. Тряпочкой сейчас вытру. Вот. С правой стороны я должен возиться. Слева как-то все легко пошло. Ну, главное, доступ есть. Снова я разобрал, но уже в этот раз легко было, потому что полка была не закрепленная. А так я брал динамики коаксиальные трехполосные GVC 6х9, но они туда не становятся. Я уже потом думал, мне говорят, там снизу прикрути, но там снизу очень маленькая посадочная, получится, что часть динамика была под полкой, то есть можно было снизу отсюда прикрутить, но это было не камильфо. А сверху они вот так торчали. То есть они надо тут было выпиливать. А тут выпиливать тогда вот это пустоту надо. Ну, короче, колхозить. Этого я не захотел. И в принципе, как сялки назад это плохо. Там пыль будет попадать. Ну, видно, что пыль. Вот это я вытер тряпкой. А так тут пыли было достаточно. То есть как сялки они ходят вокруг такого штатива, как бы на котором средний и высокий этот динамик, и там пыль собирается, они быстро начинают хрипеть потом, через год, через два. Поэтому только такие закрытые надо. Ну, взял 5х7 Урал. Сейчас сниму динамик, возьму, покажу Урал, комплектация. Ну, там все очень скудно в Урале. Ну, по характеристикам, типа, играют середину хорошо. Низ и верх там практически нет. Ну и все. Как бы вперед из песни. Ну и, собственно говоря, сами широкополосники молот. Внутри гарантийный талон, кусок картона и больше ничего. Внешний вид. Ну, как бы качать тут особо нечему. Средний, если будут давать. И немного вот эта дудка, чтобы высокие подчеркнуть. И все. Сейчас я их померяю по посадочным. Они были в этом, в полиэтилене. Наклейку сотрудники ДНС украли. Вот такая наклейка должна была быть. Красненькая. Ну, уже ее нет. Вот. Колонки в таком размере были одни в городе у нас. Город-миллионник. Ну, мне в принципе все равно. 1000 колонка. Покупка обошлась
конец 23 года, вот 2 рубля. Ну, сейчас сравню, что они представляют с теми родными. Они по форме абсолютно такие же. Значит, магниты. Магнит на родном. Даже будет... Да нет, такой же. Просто тут черный цвет окрашен. В общем, все то же самое. Только тут бумажка, а тут целлюлоза такая крашеная. И тут как бы... А, ну тут тоже диффузор такой мягенький. И тут мягенький. Ну, будет, я думаю, одинаково играть. Или не хуже. Все, сейчас перепаиваю соединение. Уже домой пойду. Уже я сейчас в машине. Перепаяю и вперед из песни дальше это устанавливать. Забыл показать самое главное. В общем, посадочные идеально подходят все 4. Так что проблем с установкой их не будет с этим молотом. И сейчас включу, пока у меня один работает задний, как маслают старые, а потом сравним, как маслают новые. Старые динамики задние слушаем, а потом, когда установлю новые, по настройкам бас максимум, мид срезан сильно и высокие задраны, но не до максимума. Баланс назад на 4. В общем, на новые динамики наклеил уплотнитель, потому что на старых, на родных, уплотнитель там с завода стоит, но он тоньше. Ну, как бы тут он побольше у меня получился. Меньше я не захотел, он все равно прижмется, будет все плотненько. Уплотнитель нужен, потому что полка железная, чтобы не звенело. И на родных были такие пластмассовые буртики. У меня их нет. Я взял от старой видеокарты транспортировочный пенопласт. Ну, не пенопласт, а не знаю как. Ерунду эту. Вырезал. Вот так будет. И полкой сверху прижмется, чтобы звук под полку не рассеивался. Вот так будет. А тут полка, там все равно не будет видно. Грили закроют. Ну и все. Разъемы припаял, ну, на старых тут такая железка придавливала их, она по этим отверткой отжималась. Я не стал тут ничего уже придумывать, как есть, так есть. Будет вот так. Можно вот, конечно, под эту липкую подсунуть, кстати, да. Характеристики динамиков. Урал, молот. Размер от 100 до 17 тысяч, то есть печать должны хорошо, низы, ну не до конца там глубокие будут. Ну что-то там будет по мелочи. Мощность 180 Вт, номинальная 90. Штатное головное устройство 43 Вт на канал, ну 43 по 4. Чувствительность высокая, то есть они сейчас должны орать. Ну сопротивление как обычно 4 Ома. Ну и что заявляет производитель? Панч — это как бы пиковое воспроизведение любого саундтрека, когда там в роке, допустим, запил, вот это вот панч называется. Кульминация. Высокое детальное звучание, широкий диапазон воспринимаемой частоты, ну он широкополосный динамик, повышенная чувствительность. Ну, пробуем повышенную чувствительность.
Они, конечно, им раскачаться надо дать. Как бы наваливать сразу я не буду. Пойду поближе. Ну что сказать, середина очень сильно прибавилась. То есть прям по сравнению со штатными приходится вот так выкручивать середину. Сейчас мы звук уберем, чтобы не кричать. Бас я ничего не могу уже тут придумать. Вот. Меды у меня были на троечку, на четверочку. Теперь на девятку, потому что средних стало гораздо больше. Ну и высокие, конечно, подтянулись. Сейчас что-нибудь еще попробую такое. Ну, глубже баса тут не будет. Это как бы и так было понятно. Менял я их не потому, что там улучшить акустику. Просто сгорела родная колонка. По сравнению со штатными играют, мне нравится. То есть, хорошо. Объемное звучание никуда не делось. Единственное, средних стало больше, значительно. Вот. Поэтому, скорее всего, я сделаю следующее. У меня впереди вот здесь стоят 13-е круглые. Я их уберу и поставлю 16,5. Только не коаксиалки, а раздельно, с твиттерами. Твиттера вот сюда вставлю, а может даже без твиттеров. Тоже медбас. И низов прибавится, потому что там такой же картон стоит уже старый. То есть от времени. Вид изнутри стало идеально.
все дособирал, все стоит на своих местах. И финалочка. Как играет Урал молот. There's a change of pace, of fantasy and taste. Do you like good music? Do you like to dance? Oh yeah. Hanging out for a body shop at night. Ain't ashamed what we do to feel alright. Oh yeah. So when will you call? I'm experienced. Oh yeah. Face to face, I'm back to back. В общем, Урал подойдет всем, кто не гонится там за супербасом. То есть средние, высокие хорошо, бас есть, но он не такой глубокий. Но за свою цену в 2000 они играют очень достойно. На этом как бы все. Подписывайтесь, ставьте лайки. До встречи.